Сел на автобус до Сиани. Думаю, поеду все-таки через Монголию, потому что могу не успеть через Манчжурию уехать. От Сиани до Монголии 1300 км. Ну, надеюсь, еще до соседнего города еще доеду на автобусе, потом уже начну стопить, думаю, успею. 1000 км за 2 недели должен успеть. Ну, а в Монголии 30 дней без виз и 1000 километров мне нужно будет преодолеть. Это даже можно пешком пройти за 30 дней. Да, не знаю, как это величать, карма или не карма, но я просрал свои 100 юаней. Я даже не понимаю, где они могли выпасть. Короче, просрал. Главное, все маленькие деньги на месте, а 100 юаней нету. Это очень странно. Вроде все посмотрел, но сейчас еще раз посмотрю. Но это очень странно. Посидел, поохреневал от того, что я потерял 100 юаней. Ну ладно, в принципе, что. Сколько там? 200 где-то 300 километров до этого города. В принципе. Ладно. Печально, конечно. У меня осталось только 9 юаней. И пришла пора двигаться дальше. С другой стороны, не такой уж плохой сегодня денек. Доехал до Сианя. Нашел бесплатный Wi-Fi. Скачал карту Монголии. Проверил, что в Монголии виза не нужна на 30 дней. Все отлично. Думаю, успею добраться до Монголии за 2 недели. Ну, а там уже даже пешком смогу дойти 1000 километров до Кяхты. С яхты в Джиду, а там аж, ну, в Джиде уже девушка живет. Давненько я не видал никаких русских надписей со времен Вьетнама, наверное. И вот в Китае встретил совершенно неожиданно в городе Сиань. Думаю заночевать на той стороне моста. Идут по всей длине цветы. Это жестко. Масштабы, конечно, здесь поражают. Я шел по трассе, видел хайвей над землей, то есть, ну, на 2-м этаже очень-очень длинный. Там, я не знаю, сколько сил потрачено на то, чтобы это построить, сколько денег. Но масштабы здесь поражают, действительно, и без китайской стены. Нашел такое вот местечко. На траве не получится поспать нормально, потому что ровного места нету. Здесь более-менее ровно, и что бетон, вроде он теплый, нагрелся за день. Здесь вот так вот дорожка, не знаю, надеюсь, что меня никто не потревожит сегодня. А, вот моя... даже не видно ее. Ну, в общем, здесь моя палатка стоит. А вот она. Чуть-чуть видно. И тут люди. Вот женщина стоит там. Да. Сегодня ночью как никогда чувствовал себя бомжом, потому что люди ходили рядом, говорили какое-то слово, произносили часто одно и то же, но я думаю, оно переводится либо как палатка, либо как бездомный. И я лежал, и люди прям ходили рядом со мной. Да, это было, конечно, не очень приятно, но зато было тепло. От пола подогревало бетон этот, нагревшийся за день. Как будто полы с подогревом были. А сейчас я иду на что-то типа трассы, до трассы аж целых 30 километров. А здесь был хайвей рядом. Но я не нашел входа в хайвей. Придется идти до трассы. Воды нету. Такие дела. Нашел короткий путь до хайвея. И я на хайвее. Но это было жестко. Сюда пробраться. Через всякую хрень перелезал. Спалился, но на пофиг, просто пролез. Надеюсь,
Никто меня сейчас не схватит, надо быстро миновать это опасное место. Ай! Только вышел на трассу, остановился мужчина и подвозит меня до следующего города. Подвез он меня, конечно, совсем немного. Не то что по меркам хайвея, даже по меркам обычной трассы всего на 20 километров где-то. Ну и что, зато надеюсь поймать эту волну автостопную и сегодня стопить тачки, а не ходить весь день. Очень на это надеюсь. Поймали дорожные рабочие, везут меня до платежных ворот. Подняли тут целый кипиш, не знаю, может помогут мне уехать до Хоума. Очень хорошие люди мне здесь попались. Набрали воду, сейчас еще зовут кормить. Покормили очень классно покормила женщина меня. И сейчас еще, блин, ждем моего водителя, еду до трассы, которая обычная, а не хайвей. Блин, на тачке с водителем лично. Это какой-то сюр уже. Не знаю, что это за чудеса, как это работает, но всего час назад я шел по хайвею, голодный, без воды. Сейчас я сытый, с 2 литрами воды. Иду по трассе. Какие-то чудеса, я не знаю. Они меня еще немножко подкинули. Отлично. 2 женщины подвезли меня до очередного китайского городка. Сколько я от них не добивался, куда они едут. Они так я и не понял, так они мне и не ответили. Но, видимо, они едут где-то здесь, в этом городе, на какую-то улицу. Они постоянно называли мне улицу. А эту улицу я на картах не нашел. Ладно, что. Сегодня уже, в принципе, я преодолел довольно неплохую дистанцию. Километров 80 от Сианя. То ли еще будет. Солнце капец печет. Давно я такой жары не ощущал. Тут и 2 литров воды маловато будет на день. Пол-литра я уже выдал. Фу. Прям как в Лаосе где-нибудь. Подвез сейчас один мужик немного. Мы всю дорогу ехали. Он мне что-то по-китайски говорил, я ему показывал. Я не говорю по-китайски. Я не говорю по-китайски, он мне все равно что-то говорил так иногда. Но я всю дорогу думал, возьмет он, попросит он меня деньги или нет. И сомневался, в общем. В итоге, в конце он такой мне показывает так. И я ему показываю, что у меня всего, все свои деньги, у меня осталась одна купюра в 5 юаней. Говорю, вот, типа, 5 юаней. Он такой, ладно, не надо, типа, бабки не надо. 6. Попросил, но не взял. Прикольное, кстати, здесь местечко. Такие вот песчаные насыпи. Прям красная пустыня. Я бы здесь заночевал, если бы не мой пауэрбанк, который разряжен. Надо найти место, где его зарядить сегодня ночью. Сейчас проходил мимо, и какие-то люди просто сидели в каком-то типа гараже, не знаю, что они там делают. И они такие заорали мне, эй! Я такой, типа, чё? Подхожу к нему, нихао, говорю, все такое. Типа, не понимаю по-китайски, что я из России. Потом спросил воду. Они мне показали на кран. Я говорю, можно ее пить? Они такие, да, можно. Я думаю, ну ладно. Ну, попил вроде, на вкус нормально. Ну и набрал воды этой. Надеюсь, ничего со мной не случится. А вообще, чтобы такие моменты записывать, конечно, нужна GoPro-шка на лбу и всегда наготове. Ну, либо хотя бы просто GoPro-шка где-нибудь в руке. Потому что доставать такую камеру, как у меня, это слишком палевно. Люди будут сразу смущаться. Сложно записывать взаимодействие с людьми, поэтому. Сегодняшняя жара была похожа на лаосскую. И этот город очень похож на Лаос. Единственное отличие, что здесь каменные дома. И все, так атмосфера. Ну, деревня, какой-то город. А на карте написано, что город. Зашел подзарядиться, куда бы вы думали. В поле, где все усеяно просто солнечными батареями. И думаю поставить палатку где-нибудь здесь. Надеюсь, разрешат. Сейчас с каким-то мужичком разговаривал, он пошел что-то туда проверять. Говорит, жди меня. Надеюсь на вписку сегодня. Отпустили заряжаться.
Еще дали чай. Михаил. Что ж, накормили второй раз за день. Вот, сейчас поехали. Я думал, мы пойдем. Взял с собой чаек. Оказывается, мы поехали на машине смотреть на... Короче, осмотр произвести всего этого места. Солнечные батареи. Сейчас посмотрим, что такое здесь. Да, ну, тут поля, конечно, огромные. С этими солнечными батареями с двух сторон. Если в этом заключается их работа, просто объезжать все это. Типа, для чего? Они охранники или кто? Ну, вроде они не охранники, они, наверное. Что-то проверять еще должны здесь. Чего они проверяют? Наверняка что-то чекать должны, какие-то точки, наверное. Да, это масштабы. Ну да, они просто типа приехали сюда чисто на закате посмотреть, видимо. Ну, наверное, они что-то еще делают. Но это масштабы, конечно, класс. И видок отлично. Вообще, конечно, смотришь на это на все. И хочется в каждый частный дом поставить солнечную батарею, чтобы, блин, котел. И котел, электрокотел. И все, просто, блин. Не надо топить нифига. Ну или просто для электричества тоже сгодится. Моя мечта вообще солнечная батарея в частный дом. А сегодня я еще и помоюсь у них, и постираюсь. Короче, все отлично. Вписка по полной программе. У них огородик тут есть. Помидоры даже подвязывают, типа. Они еще маленькие. Прикольно. Выделили мне отдельную комнату. Да что за люди, а? Золото, а не люди. Мои вещи достирываются в машинке. Сегодня буду спать как человек. Хорошие люди накормили меня завтраком. Подкинули до трассы. Я иду. Мама задонатила мне еще немножко денег. И Саян задонатил мне деньги. Спасибо. Думаю купить, снять деньги в Хоме. Вроде как есть там банкоматы. И поехать на поезде. Это всего 93 юаня стоит поезд до Датуна. А оттуда уже до Монголии, ну, не так далеко. Поэтому надеюсь, все получится. Надо добраться до Хома сначала. Вот, встретил на дороге мужчину. Едет почти до Хомы. Говорит, подбросит меня еще и ланч купит мне. Very good. Ну, вот такой вот шикарный стол был. Столько еды вообще. Оказывается, ехал он не до Хомы. Нифига. Ну, то есть не близко к Хоме. Но в направлении к Хоме я доехал до города Ксинчена. Попытаюсь найти здесь банкомат. Вроде как доехали. Я видел подходящие, но я уже далеко от этого места, поэтому не знаю, попробую найти просто на улице. Если не удастся, то в Хоме я вроде как знаю, где они находятся. Сделал скрин из Google Maps, пока был интернет смотреть. А на улице холодище жуткое. Вчера была такая жара, сегодня холод. Думаю, даже куртку одеть. Все это время думал, что у меня в кармане лежит 5 юаней, а оказалось это 50 копеек. Я это думаю, они как-то странно выглядят, немножко по-другому. Но я думал, что это типа пятерка, только старого формата. Оказывается, нифига. Сейчас зашел в магазин под видом что-нибудь купить и украсть немножко еды. И, блин, оказалось, что это 50 копеек. Ну ладно, купил бичок за 50 копеек. Я снял бабки. Я все-таки, мать его, снял бабки, целых 300 юаней в Bank of China. Заходил во всякие банкоматы.
Нифига никто, ничего не работает. Сейчас думаю, наверное, поеду сейчас сразу даже до станции. Попробую купить билет максимально близко к Монголии. Купил билет с Хинчэня до Хомы. Всего 12,5 юаней. От души. Сейчас, думаю, начнется мое путешествие на поездах здесь, в Китае. Ну, сегодня и денек. Успел с утреца пройти больше где-то 10 километров. Ну, там, чуть больше, наверное. Застопить тачку, проехать автостопом. И сейчас сижу в поезде. Добрался до Хомы. Время 7:30 вечера. Нужно найти ночлег здесь, но думаю, там есть река. Думаю, недалеко от реки заночую. Первым делом нужно купить билет до Датуна, до следующего города. А потом уже от Датуна всего до Монголии останется всего 500 километров. Я смотрел в интернете, отсюда с Хомы до Датуна есть поезд. Каждый день он идет, но он идет с утра, там в 9:30, по-моему, утра. Мне Серега скидывал ссылку на сайт, где можно смотреть расписание поездов. И так я узнал об этом. Так вот я, короче говоря, расположился здесь. Хрен пойми где, около моста. Вообще самое нелюбимое, конечно, мое занятие — это искать место для палатки в городе посреди ночи, когда уже темно. Это не так-то просто сделать. И здесь, ну здесь вроде как еще более или менее чисто, но вообще здесь вроде как недалеко мусор разбросан, не знаю, с утра увидим.